Любое ограничение, любое раздражение – это потеря энергии. А ты хочешь $1 000 000, да, продолжая нашу любимую тему, и тебя от этого уровня отделяет уровень энергии. А где ты сливаешь? Да вот здесь осуждаю, здесь я не принимаю, здесь меня вот эти бесит, здесь вот должно быть по-другому, здесь я вне согласия. Любое несогласие – это потеря энергии. Согласие – это ключ к любви. А любовь – это лифт, который поднимает нас по уровням реальности. Хочешь подняться по уровням реальности – иди в согласие. Хочешь прийти в согласие, обнаружь эти узкие места сознания. Обнаружь то, что тебя раздражает. А кто тебе в этом поможет? Все. Все, кто тебя окружает. Это все просто твои помощники, на самом деле. Это все благословленные, особенно вот эти благословленные души, которые тебя раздражают больше всех, предают, убивают, там, я не знаю, режут, там еще что-то с тобой делают. Это все благословленные души, которые тебе подыгрывают для того, чтобы ты включился в момент, вспомнил, почувствовал, что же там на самом деле из тебя достает этот человек. Ну, не благословенные души, а проводники духа. Мне больше такой термин нравится. Да, я согласен. Здесь даже и сказать нечего. Да, особо и поспорить-то нечем. Все так. Хорошо, давай тогда просто подробнее раскроем тему, вот, к примеру, про потерю энергии. То есть здесь говорится, что любая эмоция, раздражение, осуждение, гнев и вообще любые эмоции сливают нашу энергию. Все так. А позитивные? Тоже сливают. Почему это происходит? Просто позитивных мы в основном генерируем сильно меньше, и поэтому это не так осознается и не так чувствуется. Любая наша эмоция приводит к определенным потерям. Просто человека на негатив вывести гораздо проще. Зачем кому-то мучиться и выводить тебя на позитив, если можно щелкнуть пальцами, и ты уже в негативе. Поэтому механизм работает и там, и там. Но в большинстве случаев никто не будет утруждать себя, доводить тебя до каких-то радостных истерик, чтобы из тебя потекло сознание. В основном тебя просто доведут до стресса, до депрессии, до какой-то паники, суеты, дерготни, нервозности. Это делать намного проще. Вот и все. Да, и ты потеряешь ресурс. То есть любое несогласие — потеря энергии. Отторжение. Понимаешь, что есть такое слово неприятие. Когда тебе кажется, что ты права, а мир не прав. Когда ты искренне считаешь, что что-то здесь не так, как оно должно быть в твоем понимании. Короче говоря, когда ты умнее Бога. Вот как только человек занимает позицию, что он умнее Творца, вот здесь начинается у него куча проблем. Потому что мы судим о мире ущербными органами восприятия, очень сильно ущербными органами восприятия. Мы не видим всей картины мира. Мир на самом деле абсолютно гармоничен. Он целостен, он красив, он чист. Но это можно увидеть только экстрасенсорикой, видением. Органами чувств этого никогда не увидишь. А когда человек смотрит на мир только органами чувств, у него возникает иллюзия того, что мир неправильный. Да нет, это не мир неправильный, это просто ты кривой косой и ни хрена не видишь. Поэтому, когда в тебе твое кривое косое видение начинает поднимать такие чувства, как все неправильно, неприемлемо, все неправы, надо по-другому, ты начинаешь спорить с Богом, а Бог все равно выиграет в этом споре. А ты помнишь в тот первый момент, когда ты осознал, я не знаю, почувствовал, что мир такой, какой он есть, что здесь все правильно, все на своих местах, когда ты перестал сопротивляться, перестал там отторгаться, или так было всегда? Слушай, да я не могу сказать, что я когда-то отторгал этот мир. Он мне был любопытен, он мне был интересен. У меня были другие мотивации. Я хотел разобраться, как это все устроено, почему это так. То есть не то, что это неправильно, а почему это так. Очень глупо заявлять о том, что что-то не соответствует действительности, когда это происходит. Значит, если это происходит, это соответствует действительности, просто мне эта действительность непонятна. И поэтому я всегда мотивировался именно разобраться в том, кто я, какова моя природа, какова природа реальности, каково мое место в этой реальности, куда тут можно вообще двинуться, что здесь является достижением, что здесь является деградацией. Это же непонятно, что здесь и как. Вот человек, например, всю жизнь на спорте, да, в 40 лет инфаркт и труп. А другой человек пьет, бухает, доживает там до 90. Да, он весь больной насквозь, но он дожил до 90. Непонятно. Как, почему так происходит? Кто-то, все говорят, да он подлец-негодяй, а у него 10 квартир, 15 машин. А кто-то, ой, он душа компании, он такой молодец, он вообще замечательный, а у него рубашка одна и та с дыркой. Почему так? И вот когда я это все наблюдал,
Я не противился этому, я хотел в этом разобраться. Поэтому я не могу сказать, что я генерировал прям активно несогласие какое-то с миром. Нет, я генерировал именно позицию изучить, докопаться до истины. Я докопался до истины. Теперь для меня все очевидно, и я помогаю другим людям до этой истины докопаться. А почему действительно так происходит? Вот у одного есть все, и пусть он в глазах других людей плохой человек, да, он там наворовал, там еще Да, что-то, потому нечестным что, способом там заработал. потому что глаза людей — это не то, что определяет. Важно, кто он в глазах своей собственной души, То есть важно с собой договориться. со своей божественной частью. Если со своей божественной частью у человека тишь, гладь и благодать, гармония, любовь и искренность, какая разница, что про него говорит другой человек? То есть даже если он делает какие-то, ну то есть Он вещи, просто которые проводник вредят духа. другим людям, к примеру. Он просто проводник духа для другого человека. Когда ты приходишь к тренеру и хочешь добиться результата, настоящего результата, ты выбираешь самого жесткого и жестокого себе тренера, понимая, что вот он из тебя сделает мастера. А тренер, который типа, ладно, да, да вообще забей, он из тебя никого не сделает. И когда этот тренер начинает тебя жестоко тренировать для достижения результата, ты не говоришь, что он плохой человек, ты ему даже деньги за это платишь. И он очень ценится. То же самое и в реальности. Тебя иногда тренирует какой-то другой человек без твоего согласия. Почему? Тысячи причин почему. Но это происходит. И ты совершенно спокойно говоришь, ой, это плохой человек. Да нет, он не плохой человек, он просто твой тренер, который с тебя даже деньги не берет. У нас есть мотивация не только физики, у нас есть мотивация еще и души. И порой мотивация души вот этих тренеров впускает в нашу жизнь. А физика сопротивляется, конечно, для нее это не нравится, и не устраивает это все. Но когда ты в зале тренируешься, когда ты это делаешь осознанно, ты говоришь, так, физика, заткнулась и продолжает тянуть эту штангу. А когда ты не понимаешь, почему это происходит, ну, все кругом плохие сразу становятся. А важно, из какого состояния ты это делаешь? Из состояния любви или из состояния там насилия Ну, над слушай, собой? будем честны с собой. Человек в состоянии любви-то находится, там, по пальцам пересчитать можно минутки. В основном человек помнит о том, что у него была любовь. Он не находится в этом состоянии. Вот два человека, там, мужчина, женщина, влюбились. У них эта любовь, ну сколько, ну день, два, ну неделю. Все, это состояние дальше теряется. Дальше они просто помнят, что у них это было. То же самое, вот, там, не знаю, ребенок, вот он родился первый раз, там ручки к тебе потянул, у тебя прям может сердце жаром, огнем запылать. Ну, а потом ты что? Потом оно срется, орет, блюет, деньги там тырит из кармана со временем, проблемы создает. У тебя нет любви уже к этому. У тебя есть только память о том, что ты когда-то это любил. То есть не все любят своих детей Да никто не любит по-настоящему? своих детей, практически никто. Почему? Все же... Говорят об этом, Да, все но этого мало. говорят об этом. А Говорить о том, что ты любишь, очень мало. Ну смотри, я говорю, что на столе лежит пачка денег. Вот передо мной лежит пачка денег. Ты видишь эту пачку денег? А я при этом вот на голубом глазу тебе все говорю. Мне кажется, сейчас прям бунт начнется. В Пусть комментариях начнется. пишите свое мнение. Но вот как это объяснить? Ну, то есть женщина, которая рожает ребенка, которая всю жизнь вкладывает в Это не него, любовь, это рефлекс. а что отличает? Внешне выглядит ну, одинаково, а что Органами тогда чувств ты этого отличает? никак не поймешь. У тебя органы чувств не умеют это отслеживать. Нужна экстрасенсорика, нужно видение. Вот когда у человека есть видение, он смотрит на энергетику другого человека и говорит, о, он находится в состоянии любви. Или он смотрит на него и говорит, не, он находится просто в своих рефлексах, животных инстинктах. Там никакой любви нет. Ну, то есть, по сути, практически каждый человек не любит своих детей, просто это Да. инстинкт такой. Якобы это В нужно. большинстве случаев, да. А есть случаи, когда одновременно и инстинкт, и любовь. Да, такое может быть. То есть и энергетика излучает вот эти вот вибрации из сердца, и человек действует в соответствии со своими инстинктами, там, защитить, ну, там, сберечь, сохранить вот это вот все. Но это очень редко бывает. В основном даже инстинкты порой не работают. Вот зачастую говорят, что именно между ребенком и родителем может быть какая-то безусловная любовь. Оказывается, что Нет, это она не вообще может быть безусловной, ты что?
между ребенком и родителем, и слово «безусловно» — это как вообще в одном предложении? Ну, то есть обычно, знаешь, вот мы, допустим, на примере там мужских, женских отношений, то есть М? мы зачастую выбираем себе партнеров, да, которые, ну, так или иначе нас устраивают по каким-то Которые критериям, тебе тогда, нравятся, которые тебе нравятся, которые тебя симпатичны, устраивают. полезны, Да, подходящие, да. имеют ресурсы, которые тебе нужны, Ну, а то у есть в тебя их любом нет. случае должны быть какие-то точки соприкосновения там вот Да, а теперь для какое одного это и другого. отношение это имеет к безусловности? Вот здесь никакого. Ну, к Так, примеру, это бывают так. действительно исключительные какие-то Мгм. случаи. А когда это ребенок и родитель, то здесь как, ну, единая какая-то связь, то есть это безусловная Нет, там связь. есть условия. Это твой ребенок. Давай положим туда другого ребенка, чужого. И все сразу рушится. А Там как, есть условия, это твой ребенок. Вот оно условие. Твоя любовь обусловлена. То, что это твой ребенок. а как прийти тогда к необусловленной любви? Духовностью заниматься. Развивать это состояние бесфакторное. То есть ты просто находишься в этом состоянии. Даже если у тебя вообще никогда детей не было. А мы сейчас про открытие сердца говорим или Да, про... да. Мы сейчас говорим именно про ту самую любовь, которая употребляется и в религиях, и Иисус про это говорил, и другие практики про это говорили, и всякие духовные учителя про это говорят. Вот то самая любовь, у которой нет условий. А ты мне сейчас говоришь про любовь, у которой есть условия. Вот безусловная любовь между ребенком. Давай возьмем всех детей. Ты будешь их всех любить, безусловно? Ты, конечно, не будешь. Ты выберешь именно или того, кто твой, или же ты скажешь, блин, что это вообще тут началось-то? Детский сад какой-то. Нет, безусловно, любовь — это состояние, в котором пребывает человек. И если он может в это состояние войти вообще без каких-либо причинностей, это высокий уровень духовного практика. А если он, войдя в это состояние, из него не выходит, и его невозможно из этого состояния выбить, это уже какой-то Махадев прям, божество на земле. Интересно. В видео также прозвучала фраза, что любовь — это лифт, который поднимает нас по уровням реальности. Что ты думаешь насчет этого? Ну, это правильная очень фраза. Это очень правильная фраза, но нельзя к ней относиться примитивно. Если мы будем относиться к ней, что это то, что из 2 квартир сделает 50 квартир, а из 2 машин сделает самолет, это немножко неправильный подход. Но когда мы говорим именно про духовный путь, про нахождение вне жизни физического тела, в моменты перехода, вот это определяющий фактор очень сильный. Плюс еще любовь в сердце — это твоя жизнеспособность. Это не значит, что твоя жизнь будет хорошей. Это значит, что тебя убить невозможно. То есть ты из самых вообще абсолютно вот тотальных ситуаций все равно будешь выбираться из какого-то сухой из воды. Вот это сердце. Вот это любовь внутренне очень сильная, и она определяет твою связь с душой. То есть не значит, что у тебя даже жизнь будет хорошая. Это значит, что твоя жизнь будет длиться, и ты всегда будешь вылезать сухой из воды. А вот попадешь ты в эту воду или не попадешь, это твое личное решение. Я знаю практикующих людей, которые с сердцем научились взаимодействовать, у которых с сердцем все хорошо, которые такую дичь творят в своей жизни. И каждый раз вылезают из нее. И при этом я знаю практикующих людей, которые договорились со своим сердцем, соприкоснулись со своей душой, не творят никакой дичи и просто двигаются все в более высокие уровни успеха, достатка и благосостояния. Это уже выбор самого человека. Если у тебя любви нет, то тебе очень сложно куда-то двигаться в принципе. И первой же проблемой тебя сомнет. Хорошо, если вот мы коснемся темы отторжения, то есть мы сейчас живем в современном мире, где нас окружают множество факторов, которые вызывают беспокойство, какое-то раздражение. Как научиться человеку с этим справляться? С тем, Ну, чтобы вот не не, входить не, в не это трогать эти отторжение. вещи. Просто туда не смотреть. У нас очень много информационных потоков о том, как ненавидеть. У нас очень много информационных потоков, содержащих в себе информацию о том, как концентрироваться на расчленении. Вот это он и они, вот я и они, вот эти и эти плохие, частоты плохие, вибрации плохие и хорошие. Вот как только начинается разделение, как только тебе начинают рассказывать о том, что вот есть те и эти, все, вот оттуда надо забирать свое внимание сразу же. Но это то же самое, знаешь, как вот можно быть экспертом в сортах говна.
И от того, что ты эксперт, как бы говно не превратится в цветочки. Ты все равно будешь вот это все во всем ковыряться. Хорошо, а что бы ты порекомендовал, допустим, тем людям, кто еще не достиг вот Практиковать, этого состояния? развивать экстрасенсорику, развивать видение, выходить от власти органов чувств, физического тела, чувств. У нас сколько? 5 чувств. Все их знают, там, зрение, обоняние, осязание дальше. Вот выходить из их власти, выходить из их ограниченности. Все твои органы чувств сейчас скажут, что ты и я — это абсолютно отдельные существа. А видение, экстрасенсорика тебе однозначно покажет, что мы едины. И нету никакой разделенности. И вот когда начинают в интернете там качать темы, вот, там мужское движение, вот женское движение, там феминистки, и вот все они отдельные, все они обособленные, это все путь к разрушению, это все путь к утрате любви. Что мужчина, что женщина, что ребенок, что взрослый, что старый, это все одно единое существо. И на уровне души ты это абсолютно четко видишь. Видишь, не думаешь об этом, не слушаешь об этом, а видишь. Как на уровне энергии мы все абсолютно едины. Но чтобы это увидеть, надо потренироваться. А чтобы потренироваться, нужно прекратить тратить свое время на концентрацию внимания на разделенности и переключить внимание на саморазвитие, на самоэволюцию, духовность, в конце концов. Время-то оно у нас не бесконечное. У тебя есть вообще какие-то, не знаю, случаи, ситуации или моменты, которые тебя раздражают в жизни? Или сейчас вообще этого нет? Ты не направляешь туда внимание и не испытываешь подобные эмоции? Слушай, ну у меня есть в жизни какие-то моменты, которые мне не нравятся, но я их не пускаю внутрь. Я не позволяю этим моментам себя озлобить. То есть я говорю, да, мне это не нравится, я стараюсь не взаимодействовать с этим или же трансформировать это. То есть делаю так, чтобы эти моменты превратились во что-то другое. И в большинстве случаев все получается. Хотя, да, бывают какие-то ситуации, где у меня не получается что-то как-то абстрагироваться, отрешиться, трансформировать, и какие-то вибрации такие вот агрессии во мне появляются. Но опять-таки я понимаю, что происходит. То есть я понимаю, что я в этот момент отторгаю действительность, я понимаю, что я в этот момент лишаю себя жизнеспособности. И я понимаю, что это нельзя оставлять на самотек, это надо тоже отпрактиковать. Это надо тоже увидеть, это надо тоже пережить, пропустить через себя и сжечь вот такую вот реакцию. Это осознанно все происходит. И когда какие-то прилетают последствия моих отторжений, опять-таки я не удивляюсь, ой, а почему это со мной случилось? Я прекрасно понимаю, почему это со мной случилось. Да, это нечастые события, но они имеют место быть. Ну, то есть все-таки нам нужно проживать так или иначе эти эмоции, да? То есть нам не надо их в себя туда засовывать. Я терплю, а потом у тебя, какая-то естественная реакция, у тебя прорывается все это. Конечно, да. Но нам нужно развивать экстрасенсорику, нам нужно развивать видение. Тогда для тебя все станет очевидным. Понимаешь, вот если ты бежишь с закрытыми глазами по лесу, то что бы ты там ни принимал, ты все равно будешь башкой в елку влетать. То, что ты ее не видишь. Вот влетела раз, бум, там нос кривой. Ну, я все принимаю, а глаза закрыты. Ты бежишь дальше, бам, береза, там череп треснул. Я все понимаю, я все принимаю, а глаза все равно закрыты. Это бесполезно делать. Нужно сесть на жопу, войти в медитацию и глаз хотя бы вот один приоткрыть и посмотреть, вот елка, вот береза, вот что происходит-то на самом деле, а не сидеть и принимать. Вот что работает, вот что дает результаты. И потом вот этот глаз один приоткрылся, и ты аккуратненько вот так вот с жопы с этой встаешь, вот так вот глаз держишь и начинаешь потихонечку аккуратненько двигаться, чтобы он не закрылся. Вот это вот духовный путь. Так, у меня последний вопрос, такой немного спорный, но все же по различным древним писаниям, легендам говорилось, что боги убивали из любви. То есть это могло быть так, что можно вот что-то подобное сделать из любви. Понимаешь, если мы говорим про богов, то для них любовь — это перманентное состояние. Они не могут выйти из состояния любви. Это для них само собой разумеющееся. И да, тот же самый Шива в состоянии Махакала уничтожает все вселенные, целые вселенные. А люди могут А так? какие люди? Это все частички Махакала, это все частички Шивы, частички Атмана, как угодно его можно назвать. Он эти частички возвращает в себя. Хорошо, но эти частички могут здесь себя так проявлять из любви, делая подобные вещи?
Ты знаешь, у меня как-то был случай на индивидуальной консультации. Я говорю человеку, если у тебя открытое сердце, делай, что хочешь. На что мне человек говорит, ой, я что, могу убивать тогда с открытым сердцем? Я говорю, да, можешь убивать с открытым сердцем. Как такое возможно? Я говорю, запросто. И вот она сидит, что-то пыжится, дуется. Я говорю, ладно, заканчивай этой ерундой заниматься, давай практиковать. И мы начали практиковать, и спустя какое-то время практика у нее открылось сердце. Она ощутила свою душу, у нее появился здесь огонь. И в этот момент он сказал, я понимаю теперь, почему ты так говоришь. Понимаешь, когда у тебя открыто сердце, ты реально видишь, что ты можешь делать все, что угодно. В большинстве случаев ты ничего делать не будешь. Потому что тебе просто уже хорошо. Ну да, ты можешь делать что угодно, но ты не будешь этого делать. Когда у тебя сердце закрыто, скорее всего, ты будешь делать, и будешь получать по башке, и будут очень странные последствия, и будет все погружаться в хаос, и будет все непонятно. Это надо пережить, это невозможно объяснить словами. И когда мы говорим про богов, то есть про существ, которые кардинально отличаются от нас по проявленности, по уровню мощи, по уровню осознанности, по уровню возможностей, и когда эти существа останавливают мультики для нас, то, находясь в этом мультике, тебя убивают. А для стороннего наблюдателя частичка сознания освобождается от иллюзий. У нее появляется возможность воспринять свою истинную природу. А частичка сознания и ее истинная природа — это и есть Махая Дефи. Это и есть изначально. То есть частичка сознания вспоминает себя изначальным существом, когда с нее сдирается вот эта вся иллюзия. Вот, например, у меня в традиции есть божество по имени Дурга, которая вооружена до зубов, и взаимодействие с которой в основном превращает тебя в кочерышку из капусты. Она отсекает от тебя все лишнее. Вот если человек не подготовленный в это идет, для него это ужас просто, что происходит. А если человек знает, зачем он туда идет с улыбкой на лице, что сейчас все лишнее, все, что ему не принадлежит, будет отсечено. Разный уровень сознания, разный уровень осознанности и разный уровень знаний порождают разные реакции. Вот если человек не ведает, что с ним происходит, то вполне возможно, он будет задаваться вопросом, как это из любви уничтожается Вселенная. А если человек ведает, что происходит, то вполне возможно, он будет ждать этого момента, когда же его боги выдернут его из иллюзий. Мы находимся в сновидении, и это сновидение видит Брахма. Он погружает нас в иллюзии, потому что такова его природа, такова его задача. И в какой-то момент приходит Шива, и все эти частички, которые Брахма погрузил в иллюзии, от этих иллюзий избавляет. Изнутри это кажется, да, уничтожается вся Вселенная. А со стороны все эти частички освобождаются одновременно. Поэтому не так все однозначно в многомерной Вселенной. Я благодарю тебя за ответы. Обязательно пишите свои вопросы и впечатления. Возможно, мы ответим на них в следующем видео. Больше половины своей жизни я потратил на постижение этих знаний. За моими плечами 5 лет психологического института. За моими плечами разработки в области высокочастотных, высоковольтных устройств, лабораторные работы, создание техники и устройств, которыми занимался Тесла на современной элементной базе. За моими плечами невероятный путь поиска мастера в итоге, который привел меня в традиции, где я получил именно то, что я так долго все это время искал. Те знания, которые я получил в храме, в традиции, в древней традиции, даже по официальным данным она насчитывает более 20 тысяч лет. Уже несколько лет я передаю эти знания из руки в руки, и сейчас я готов их открыть для всех. Практикум пробуждения силы за час. Забирайте, это мой подарок. Все ссылки в описании под роликом.